Нарциссические матери и их сыновья. Мы часто рассматриваем ситуацию, когда вот мужчина-нарцисс находится в отношениях с женщиной, и как вот он на нее влияет, как эти взаимоотношения, собственно, там проистекают. Но давайте сегодня разберем такую ситуацию, когда у женщины есть ярко выраженные нарциссические черты. Это женщина-мать, и у нее есть сын. Как это влияет на мальчика и как это потом сказывается на этом мальчике, когда он уже, будучи взрослым мужчиной, выстраивает свои отношения. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я достаточно давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами поговорим о 4 таких нюансах очень важных, как мать-нарцисс влияет на своего сына. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первый нюанс – это нарциссическая мать рассматривает своего сына как продолжение ее эго. То есть она будет радоваться только тем его успехам, которые соответствуют ее каким-то ожиданиям. Ну, например, она своего сына готовит к написанию диктанта, вот как-то его настраивает, он приходит и написал диктант отлично. Она будет радоваться этому успеху как своему успеху, потому что ребенок сделал то, что вот я ему задачу дала, он ее выполнил. Я молодец. Если, предположим, не знаю, вот мальчик пошел где-нибудь во дворе, там какие-то были хулиганы, он с ними подрался, вроде бы как победил, приходит, мама никогда в жизни не порадуется этому его какому-то успеху, никогда в жизни его не поддержит. Она будет говорить, что как ты себя вел, там вот и костюмчик, не знаю, там запачкала, что скажут люди, потому что вот это не соответствует ее картине мира. Он поступил так, что она чувствует, что она выглядит менее красиво. Или, например, скажем, вот она ждет, что мальчик будет каким-то там финансистом-инженером, и вот ей нравится, когда у него хорошие оценки по физике. Он приходит из школы, там уже какие-то средних классах, а у него хорошая оценка по музыке или по изобразительному искусству. Также мать будет всячески это обесценивать и показывать, что ей это не нравится. В результате, будучи взрослым мужчиной, такой мальчик может, например, выбрать профессию не по душе, а исходя из представлений о престижности матери. То есть он, получается, предает себя, он даже не изучает свои желания, не понимает, к чему у него есть какое-то пристрастие, что его, так сказать, заводит. Он идет на такую работу, которая, чтобы мама была довольна. Второй нюанс. Нарциссическая мать накладывает запрет на проявление эмоций, чувств, на какое-то проявление слабости. Мальчики не плачут, мальчики не жалуются. В результате ее сын очень рано эмоционально закрывается от матери. То есть в норме, в принципе, в подростковом возрасте подростки начинают как-то так отгораживаться от родителей, перестают с ними делиться какими-то своими переживаниями, хотя тоже так очень как-то избирательно. Так вот, у нарциссической матери сын очень рано перестанет говорить ей о каких-то важных своих переживаниях, которыми ему важно с мамой поделиться, потому что мама такой, воспринимается как такой эмоциональный человек, который может как-то контейнировать мои эмоции, то есть воспринимать. Предположим, мальчику нравится какая-то девочка там в школе, и вот он вроде не знает, он ей нравится, не нравится, и вот у него эти переживания, и он как бы к маме приходит, говорит, что вот мне нравится там какая-то Катя. Мама начинает говорить: и что? Эта Катя пусть сама еще придет, нам такая Катя не нужна. Ты вообще нечего туда сопли распускать, нужно быть там серьезным, учи физику, потом будешь заработаешь много денег, эта Катя к тебе сама приползет. То есть она всячески обесценивает и вообще нивелирует какие-то его переживания. Вот это основной совет, это не переживай, не хнычь, там в общем нечего тут расстраиваться. Соответственно, мальчик со своими переживаниями и эмоциями, он не зная, куда их девать, потихонечку учится их подавлять как-то и не замечать. В результате, будучи взрослым мужчиной, такой мужчина, он не проявляет свою эмоциональность. И часто, когда, знаете, там женщины говорят: я встречаюсь с мужчиной, а он такой-то нарциссичный, у него совершенно нет никакой эмпатии. У него эмпатия, она может быть и есть, но в результате длительных таких травматических событий и переживаний он просто, к чувствам не апеллирует. Он старается все вывозить на разуме, на каких-то таких рациональных, рассудительных каких-то вещах. Третий нюанс. Мать попрекает сына, что тот виноват в том, что она очень много на него потратила времени. Я там ночей не доспала, я там тебя тяжело вынашивала, там как-то много в тебя вложила. То есть ты мне должен вообще по гроб жизни, как не знаю, земля колхозу. Дело в том, что вообще это обвинение ребенка в том, что ты решил, чтобы у тебя ребенок появился, это такой, знаете, как это змея, которая кусает себя за хвост, уроборос. То есть это как можно попрекать человека тем, что он стал результатом твоего решения. То есть это странно. Но тем не менее, нарциссическая мать, она постоянно говорит сыну, что ты мне должен, ты я столько в тебя вложила, я там работала на 8 работах, ты когда рожался, там боком шел, а я там терпела, не пискнула, там и так далее. То есть какие-то начинаются такие вещи, в результате которых, будучи уже взрослым мужчиной, такой сын нарциссичной матери может, например,
чувствует какую-то сложность в том, чтобы завести отношения с другой женщиной. Потому что я маме буду меньше внимания уделять, мама обидится. Или, например, он долго не переезжает от матери, потому что, как я возьму от мамы, уеду, а как она одна будет? А она же столько вот за мной, когда я был там маленький, там ухаживала, она же столько рассказывала в ярких красках, как я один раз там какой-то, у меня был насморк, и как она там всю ночь сидела, мне там этот платочком носик сморкала. А как же, я же теперь должен хотя бы сделать как минимум, что-нибудь, такого же гигантского масштаба для нее. Соответственно, такой мужчина живет с постоянным чувством вины по отношению к своей матери, он живет в неоплатном долгу, действительно. И когда он выстраивает какие-то отношения, пытается выстраивать какие-то отношения, конечно же, там ничего не получается, потому что это всегда отношения, это треугольник. Он, какая-то женщина, которая ему как-то вот вроде бы нравится, и его мама. Причем мама всегда, она более важна, чем та женщина. Если вы мужчина, и вы понимаете, что ваши взаимоотношения с матерью чем-то похожи на то, о чем я говорю в этом видео, и вы понимаете, что что-то такое вот в отношениях с матерью до сих пор еще влияет на вас и мешает выстраивать отношения с женщиной, или если вы женщина, и вы понимаете, что в ваших отношениях с мужчиной вот как будто бы незримо постоянно находится, так сказать, вот эта тень его матери, вы можете обратиться ко мне на личную консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личное сообщение, мы с вами работаем. Потому что иногда нужно просто прояснить, проставить акценты и заметить, вывести в фокус внимания то, что происходит неосознанно. Потому что бывает так, что взрослый уже мужчина выстраивает отношения с женщиной, а мать у него как будто бы находится он постоянно о ней как бы так думает, но не очень сильно фокусируется. Он делает это неосознанно и, соответственно, не может выйти из вот этого вот такого плена как бы этих отношений. Четвертый нюанс — это трудности в построении взаимоотношений с женщиной. То есть взрослый сын нарциссической матери ищет себе либо женщину, которая будет такая контролирующая, подавляющая, холодная, в какой-то степени обесценивающая. Как это работает? Вот мать была, предположим, холодной и больше внимания уделяла себе, чем сыну. Ребенок понимает, что вот такая женщина, которая как бы сфокусирована на себе, это женщина, которая похожа на мать. Но если мать не давала ему все-таки этого вот важного тепла, мужчина ищет женщину, которая будет внешне, в начале, во входе в отношения похожа на мать, но надеется, что я хотя бы с этой женщиной смогу получить что-то такое, чего я от матери не получил, чтобы, так сказать, закрыть что ли этот гештальт. То есть, грубо говоря, я не смог маму победить, а вот я найду женщину, которую я смогу как-то растопить и получить от нее все то тепло, все то, чего я от мамы не получил. В результате мужчина часто выбирает женщин холодных, отвергающих, каких-то, не знаю, эгоцентричных, сфокусированных на себе. И что он там получает или не получает, это уже другой вопрос. Но самое главное, что мужчина идет изначально в отношения, которые очень сильно, похожи на бесперспективные. Либо такие мужчины боятся выстраивать отношения с женщинами. То есть, например, женщина мужчине нравится, он начинает как-то сближаться, и в какой-то момент, когда появляется какое-то тепло, он куда-то пропадает. То есть там пару раз написал, она ответила, и все, нужно исчезнуть. Почему? Потому что это очень похоже на то, что было с матерью. Какая-то появляется у нас вроде бы как история, и сейчас, поскольку те отношения травматичные с матерью, они сифонят, то сейчас, значит, она сейчас начнет меня гнобить, обесценивать, я опять провалюсь в эти все неприятные переживания с детства. И это все неосознанно, мужчина это не понимает. Он просто куда-то исчезает. Просто у него фокус внимания переводится. То есть такие мужчины бывают часто, они могут привлечь к себе внимание женщины, они хорошо делают первые шаги, вступают в отношения, но дальше никуда ничего не продолжается, потому что он просто из этих отношений избегает куда-то. Надеюсь, я вас не очень сильно напугал. Дело в том, что я говорю о нарциссической матери, но при этом имеется в виду не женщина с нарциссическим расстройством личности только, а в принципе женщина, у которой есть нарциссические черты, которые могут быть ярко выражены, не ярко выражены. То есть там есть какая-то определенная такая, спектр, что ли, выраженность этих черт. Это, во-первых, то есть у матери может быть не ярко выраженные черты. А во-вторых, нужно понимать, что сын нарциссической матери — это отдельное живое существо. Сейчас в обществе часто такая встречается мнение, граничащее с заблуждением, что родители значительно влияют на своих детей, на их психику. Часто можно встретить, что там люди говорят, что я боюсь, что у ребенка будет детская травма психологическая, потому что как-то я что-то ему забыл его похвалить. Или, скажем, мы разведемся, а у ребенка будет какая-то искалеченная судьба, потому что будет психология вся у него исковеркана. А на самом деле эта идея, то есть когда родители переоценивают свое влияние на детей, она несколько высокомерная и сама не лишена нарциссизма. Нужно понимать, что действительно родители
наиболее влияют на ребенка, чем какие-то другие внешние люди. То есть из всех окружающих ребенка людей больше всего влияет на психику, на формирование психики ребенка родители. Ну, если это присутствующие родители, они, скажем, там, если их там нет. Но влияние родителей, оно вторично перед вот этим эндогенным каким-то влиянием, этим внутренним драйвером жизни, какой-то, не знаю, божьей искрой, вот этим вот каким-то ростком внутренним. А для того, чтобы в этом убедиться, просто посмотрите в своем опыте на двух вот сиблингов, ну, это братья или сестры, там, которые родились и выросли в одной семье, там может быть небольшая разница у них в возрасте, одинаковые условия, одинаковые родители, все одинаковое, получились два разных человека. Как так получилось? Ну, потому что влияние вот это вот внутреннее на человека, оно достаточно значимо. И часто, поскольку ребенок маленький, а родители полностью в хлопотах ухода находятся, родители это, недооценивают. Думают, что вот я полностью слеплю его, как вот такой глиняный горшок. А это такой горшок, который сам себе лепит больше, чем вы его лепите. Поэтому, опять же, если у мальчика есть нарциссическая мать, то, что с ним происходит, то, как она на него влияет, частично соткана из его вот этих внутренних каких-то предрасположенностей, характерологических особенностей, особенностей темперамента и так далее. Ну, теперь я уже надеюсь, что я вас не сильно запутал. И если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме, вы можете написать их в комментариях. Я по возможности отвечу на них, если формат позволит. Если у вас какой-то более глубокий вопрос или вы хотите в этом как-то разобраться в личном формате, опять же, пишите мне в личные сообщения. Я в личных сообщениях также отвечаю на ваши вопросы. Поскольку личных сообщений гораздо меньше, чем комментариев, то на личные сообщения я на все отвечаю. Вот. Также, если у вас есть какой-то опыт наблюдения за тем, как вот нарциссическая мать влияла на своего сына, поделитесь им в комментариях, я буду вам благодарен, и все другие зрители также будут вам благодарны. Если вам эта тема понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.